Тебе по телефону сказали, что с ним случилось? Ну, вообще не должны были, но ситуация настолько исключительная, настолько странная, из ряда вон. Ты веришь в Бога? С этого момента, да, за пояс зацепляешься, я снимаю, вот это лайки, вот это просмотры. Для них вот это умрешь, это пустой звук, буквосочетание. Он говорит: мам, ног нет больше. У меня нет никакого смущения, то есть это мое тело, мое дело. Ну, круто. Я не домать и не доженщина, потому что домать и доженщина, она должна рыдать 24/7. Ты веришь в победу, Я не что знаю, что-то Ань. получится? Надо бы дать волю эмоциям. А когда? Помнишь то, что мы делали с радиуса на радиус? Понял. Сейчас будет. Нормально, готов? Да. Все, давай, погнали. Добавляй, добавляй. Аркадий, ты завел свой блог, в котором достаточно откровенно, да, и в подробностях рассказываешь, что произошло. Зачем, с какой целью и что хочется донести до людей. Чтобы люди с инвалидностью понимали, и что нужно продолжать двигаться, как и раньше, и чтобы люди без инвалидности относились к людям с инвалидностью более адекватно и хорошо. Но мне показалось, вот листая твой Инстаграм, что больше ты хочешь еще до сверстников достучаться. Ты буквально так и говоришь: не повторяйте моих глупостей. Я сглупил. Да, я очень сильно любыми способами пытаюсь доказать, что если тебя как-нибудь уговаривают на плохой поступок, ну, как ты думаешь, то не соглашайся. Если тебе еще и предлагает это друг, то задумайся, может быть, он тебе все-таки и не друг. Тебя, по сути, взяли на слабо. Да. Если бы можно было бы перемотать назад, наверное, прокручивал в голове, да, что бы ты мог ответить, когда тебе говорят: да давай, не трусь. 100% там бы сказал: нет, ребят, я передумал, я не хочу. Славу в школе, просто лишиться ее. Ну, и что? Зато у тебя есть руки, ноги. Ну, и ты вообще живешь, в принципе. И это хорошо. Это гораздо лучше, чем слава. Ты обезьянка, Аркаша. Быстро, быстро. Наверх и вниз, да? Ты спортом со скольки лет занимаешься? С 6. Это что у тебя было первое? Тайский бой? Угу. Слезай. Мама у тебя такая высокая, Аркаша. Мы записываем эту программу практически накануне годовщины. И вот 26 декабря 2020 года, вот по хронологии событий, как вот ты узнавала канун Нового года, а ты в это время... Я зла, я испытываю такой вот прям вот негатив, потому что у меня подгорает запись на маникюр, во-первых. Предновогодний. Предновогодняя. Которая никак не удастся переписаться. Меня в 6 часов ждут. И если что, я вот Новый год буду встречать со старыми ногтями. Куда это годится? Вот. И мой старший сын отпросился погулять на часик возле школы. Мне важно всех детей собрать в кучку, организовать их дома
и приедет папа, останется с ними, а я убегу на маникюр. И ты я ему не могу звонишь, ему он не- дозвониться, понимаешь? И он не берет трубку. И я зла как черт, потому что это у нас не практикуется. Я успела подумать, что он, возможно, с прогулки зашел к кому-то из одноклассников, и они, там, не знаю, в PlayStation играют. Потом я успела подумать, что, ах, негодяй такой, специально не берет трубку, тянет время, вот хочет там что-то чем-то позаниматься, своими какими-то делами. Как определила его местонахождение? Ну, я окончательно обозлясь. Я позвонила папе нашему, говорю: Леш, у тебя же стоит на телефоне вот эта вот программа, там, поиск телефона. Посмотри, пожалуйста, по геолокации, где сын наш замечательный. Присылает скрин, и там написано детская там, больница имени Раухфуса. И принялась им звонить. Тебе по телефону сказали, Да, что он с у ним нас. случилось? Да, сказали. Они, вообще не должны были, но ситуация настолько исключительная, настолько странная, из ряда вон. Он говорит: берите документы, пожалуйста, и по возможности скорее приезжайте. Он попал под поезд. Вот. Так тоже, да. Мгм. Замечательно. И на меня посмотрите оба, пожалуйста. Мгм. Здорово. Вот, отлично. Когда и в какой момент ты узнала вот все-таки, что произошло, когда вот у тебя через несколько выстроилась дней. картина? Через несколько дней мне сразу заявили, что вряд ли мы сможем найти какие-то видеоподтверждения, потому что видеонаблюдения на этом участке железной дороги нет. Его нет еще на очень многих участках железной дороги. И на поездах тоже очень часто установлены муляжи камер наружного наблюдения. И выяснилось, что? Какова картина была? На камерах был виден момент падения, как идет поезд товарный, как срывается с одного из вагонов тельце человеческое и падает на рельсы. Так, крутится. Едет по нему поезд долго-долго. Потом в кадр входят двое мальчишек и уходят. Потом довольно долгое время не происходит ничего, кроме борьбы маленького человека. Сколько времени? Безногого. С момента ухода мальчишек чуть больше 40 минут. Вот. А с момента, как он сорвался на поезд, почти час. Потом в кадре появляется маленький паровозик. Оттормаживается прямо вот возле Аркаши. Из него выбегает человек, фигура человеческая. Подбегает к Аркаше. И в течение следующих нескольких минут человеческих фигур вокруг Аркаши становится значительно больше. Когда у тебя появилась возможность Аркадия спросить: сын, что произошло? Какой там спросить? То есть, я не ворвалась в палату реанимации с вопросом: сын, это что вообще такое? Нет, конечно, нет. Он начал с того, что: пожалуйста, прости меня, мамочка. Вот я говорю: за что прости? Я тебе очень благодарна за то, что ты с нами. Вот, за то, что ты такой у меня сильный. Вот, он спросил про ноги. Он как бы констатировал, он говорит: мам, ног нет больше, да? Я говорю: нет. Не расстраивайся, говорю. Главное, что ты весь остальной здесь и жив. Вот, а ноги, сделаем роботские ноги такие, знаешь, говорю, как у робокопа будешь ходить. Аркадий, до травмы ты тоже был такой спортивный. Сколько видов спорта было в твоем арсенале? На тот момент 3. Тайский бокс, ММА и греко-римская борьба. Еще дома занимался с гантелями и бегал по вечерам. Первое время такое тяжелое, да, осознание, что произошло в больнице. Предполагал ли ты, что вернешься в спорт? Да. Потому что как только я очнулся, моя мама сразу начала мне говорить, что все будет окей. Видишь, вот есть такие ребята. Она мне сразу начала показывать вот Славу Буракова, как он катается на вейке. Я такой: вау. Потом баскетболистов. Я вообще офигел. Баскетбол просто. на колясках. Да, ты имеешь в виду? баскетбол на колясках. Вот.
Так что я предполагал, что да. Прошел год, Мгм. и теперь чем ты занимаешься? Теперь это Кроме вот экстремального вождения. баскетбол на колясках, плавание, э, экстремальное вождение, как ты сказала, это называется WCMX. Мгм. Боже, какой я зануда. Нет, это правильно. Давай называть вещи своими именами. Ну, в зал ходил, сейчас дома занимаюсь. Что еще? Вейкбординг. Минимум 3 вида спорта. Ну, это такая нагрузочка, Ну, да. не вполне. слабая. Вполне, да. Я у мамы видела в сторис, вы на какое-то соревнование по плаванию ехали. В 6 утра, что ли? У нас тренировки каждый день в 7 утра начинаются. Ну, тебе не лень вставать в такую рань? Первое время, ну и сейчас, что уж врать, тяжеловато. Ну, как с ленью бороться? Пуф. Или мама помогает? Мне помогает мама, подписчики, ну, вообще люди, которые окружают меня. Ну, и я сам как бы понимаю, что вот эти вот люди в меня верят, и надо их не подводить. Так его версия произошедшего. Как бы это описать в 2 словах? Воссиять. Славы он там искал. У него сложилась очень смешная для нас, взрослых, но очень непростая для него ситуация в школе. Он почувствовал, что пошатнулась его репутация, а он привык быть таким мальчиком-звездой. Он крупный, рослый, всегда самый высокий в классе. И вот нашлись друзья, которые предложили отличный Ну, как вариант. друзья, Ань. Мне часто пеняют тем, что Мария, знаете, все произошло, потому что вы были невнимательны к кругу общения своего сына. А я тебе расскажу, и станет понятно, что невозможно такие моменты просечь. Аркадий во дворе школьном делал трюк. 2 турника, пистолетик и перелететь с турника на турник. Вот так. Рядом стоял паренек, и Аркаша ему говорит: слушай, друг, можешь, пожалуйста, на телефон поснимать? Тот поснимал и говорит: а тебе зачем это? На YouTube хочу выложить. Он говорит: пошли вон рядом, поезда ходят, за поезд зацепляешься, я снимаю, вот это лайки, вот это просмотры. Я так понимаю, что 26 декабря это был вот первый и последний опыт Аркадия, да, в Зацепино? Да, это был первый и последний опыт Аркадия в Зацепинке. Почему в итоге решился-то зацепиться, хотя уже не распсиховался. хотелось? Он говорит, распсиховался. Он говорит: понимаешь, они принялись на меня орать, мы всем в школе расскажем, какой ты клоун, какой ты трус, какой ты там, в общем, опозорим тебя полностью. Надо детей хвалить, чтобы они прям не сомневались, что они классные. Я не всегда это делала. Угу. И он говорит: мне стало ужасно. И пошел поезд. И я, говорит, решил, что я сейчас это сделаю просто для того, чтобы они заткнулись. Для того, чтобы они вот уже выкуси. Я сделал это. Многие, да что многие, все, да, даже специалисты поражаются, скажу прямо, тому, что ты смог выжить. Угу. Как ты думаешь, за счет чего? Не представляю, там мне перерезало бедренные артерии, 2 бедренные артерии. Это вот такие вот сосуды. Я когда лежал в больнице и спрашивал у мамы, как так получилось, она мне начала объяснять, и оказывается, что из бедренных артерий кровь, если ее хотя бы иголочкой проткнуть, то просто брычет фонтаном. А в таком случае человек умирает за 3 минуты. Я пролежал там час. Я не понимаю, как так получилось. Я думаю, что это не что иное, как Бог. Ты веришь в Бога? С этого момента, да, верю. В тот день у меня умерла моя прабабушка, и я думаю, что она просто передала свои последние силы мне, чтобы я смог выжить. Вот так вот. Ты оказался в ситуации, в которой опытный взрослый, бывалый может растеряться, потому что
один, да, в шоке, болевой шок, очень легко сдастся. Вот что помогло тебе бороться, да, ползти, тянуться там к людям, благодаря чему тебя и заметили? Я лежал на рельсах и понимал, что где-то там, совсем недалеко, дома меня ждет мама, братья. Я понимал, что если я сейчас умру, то я принесу много бед в семью. Я и так их принес сейчас, но я хотя бы жив. Все, что случилось с Аркашей после его падения с поезда, это какое-то сплошное «не». Он не должен был оставаться в сознании. Он не должен был прожить дольше нескольких минут. Не должен был его заметить машинист поезда маневрового. Он высоко-высоко сидит, сумерки, снегопад. Не должно было там быть экипажа ДПС. Не. А они его довезли до Раухфуса за 12 минут с места происшествия. Туда без пробок минут 40 ехать. Ты упоминала совпадение время смерти бабушки в этот день. Да, Аня, я не могу об этом не думать, потому что голова упрямо ищет причины. Как так случилось? Аркаша ее первый правнук, ужасно любимый изо всех сил. И тем вечером мне брат позвонил в тот момент, когда у меня еще, по моему мнению, все дети были целы. И он сказал мне, что бабуся умерла, бабуся ушла. В 16:09 к Аркаше подходят Денис и Данил, мальчики. Вплотную подходят. И он говорит: я так обрадовался, мам. Я думаю, все, сейчас позовут на помощь, сейчас приедут врачи, мне помогут. И где-то примерно в 6:12 Аркаша осознает, что они ушли. И в этот момент он остается совсем один. Никто не знает, где он, никто не знает, что с ним. В 16:12 примерно. В 16:15 в Челябинске умирает моя бабуся. Как будто бы она пошла ему на помощь. А с ребятами, которые были с тобой в тот вечер и которые оставили тебя там, по сути, умирать, потом как-то сталкивала жизнь? Нет. Ты бы хотел с ними встретиться? Да я думаю, нет. Зачем? Сказать им, зачем вы так сделали? Почему нельзя было просто спуститься с насыпи, крича: помогите, там барин на рельсах лежит. Позвать взрослых? Да. Скорее всего, нет. Не хотел бы. Следствие, которое началось, по сути, в тот же день, Сразу. чем Да. закончилось-то? Ничем, как и ожидалось, в общем-то. То есть... Так ребята, которые там были, родители этих ребят, следствие как Послушай, ребята, которые там были... спрашивала? Да. Ребята, которые там были, они не преступники по замыслу. Никто не шел туда, чтобы убить Аркашу. Они точно такие же дети, такие же бестолочи, как и мой сын. Дети лишены критического мышления, у них недоразвит мозг еще, недоразвиты лобные доли. И они не понимают, правда, наши дети не имеют страха смерти. Это очень важно понимать, что когда мы им говорим: не перебегай дорогу перед машиной, ты умрешь, они не понимают, о чем мы говорим. Для них вот это «умрешь» — это пустой звук, буквосочетание. Шли они туда развлекаться, забавиться. Потом они совершили преступное деяние, потому что оставление человека в опасности — это не только аморально и по-скотски, это еще и статья. Но Они несовершеннолетние? ответственность по этой статье наступает в более позднем возрасте, не ранее 16 лет. Год назад тебе все журналисты в первую очередь задавали вопрос, а родители-то вам позвонили, этих детей, а вы им позвонили, а поговорили ли вы друг с другом? Прошел год. Слушай, я звонила, так уж вышло, маме Данила 26-го вечером в больнице с телефона Аркаши. Я там много кому звонила.
Я прям всю телефонную книгу шуршала по ней, по его телефону, для того, чтобы выяснить, что же произошло, искала какие-то зацепочки. Вот. И это был наш с ней первый и последний разговор. Вот. Никаких там мощных ставок нам не устраивали. И на момент нашего разговора она знала о случившемся, и после этого они 3 недели за городом прятались, там на дачу уехали. А когда вот в первый раз в бассейн, ну вот после травмы, да, приехал, какие эмоции были? У меня нет никакого смущения, то есть это мое тело, мое дело. Слушай, ну круто. И в основном люди как-то косо-то и не смотрят, в принципе. То есть я плыву, иногда даже вылезаю и говорят: молодец, что занимаешься спортом. Резкий-то такой переход был, да, из одного статуса в другой. Но ты так говоришь об этом без там, боли, без комплексов. Тебе внутри легко было самому действительно это принять? Да, вполне. Как ты думаешь? Один раз я загрустил, когда братья пошли кататься на сноубордах. А потом я вспоминаю, у меня вот эти вот вьетнамские флешбеки, как я катаюсь на сноуборде, вот так вот. Я такой: блин, дайте мне хотя бы коленки. Слушай, ну я сталкиваюсь с тем, что многие люди с инвалидностью вот это слово само ненавидят. И никогда ни в коем случае не скажут: я инвалид. Настаивают либо на формулировке «человек с инвалидностью», либо там с ограниченными физическими возможностями. Мне не нравятся лишь 2 формулировки. Это человек с ограниченными возможностями и человек с дополнительными потребностями. Мне больше нравится инвалид, калич. Но это, мне это кажется, просто допустимо только если да. между собой люди Это так как, называют. Посторонним, наверное, это как у нет. чернокожих. Нигер нигера может назвать нигером. Угу. А если белый назовет чернокожего нигером, то будет плохо. Точно так же и у нас. Все. Попробуй в движении. Небольшая скорость, чуть-чуть, да, движение. Вот. Про кросс расскажи, что вот тебе это дает? Как Про вообще... кросс. В России очень много всяких поребриков, ступенек. И нам, людям с инвалидностью, не очень это все нравится. Ну и правительство как-то не очень торопится что-нибудь решать с этой проблемой. Ну и я подумал, что почему бы и нет, это будет гораздо удобнее. Вот, допустим, на кроссе я могу научиться просто так запрыгивать на бордюр на коляске. Я еще этому не научился, но скоро научусь. Я вдохновляюсь одним человеком, Аарон Уиллс. У него с рождения какая-то болезнь, у него практически не работают ноги. И он WCMX райдер. То есть он катается на коляске, всякие сальтухи делает. Когда пришел вот сюда тренироваться, что для тебя стало неожиданностью? Удивило. То, что я могу делать практически то же самое, что и вот эти вот все ребята. Только разница в том, что я на коляске. И совсем самую малую малость удивило то, что как отреагировали ребята. Как? Блин, клево, ты молодец, давай. А сможешь вон оттуда съехать? Блин, ты крутой. Вот такие вот реакции. Бывало даже «дай покататься». Да. Да. И что, ты довел? Да, конечно. Ну, а почему нет? Слушайте, но спорт экстремальный. У мамы сердце не ёкнуло, вот как бы отдаем сына в экстрим. Ань, у мамы сердце ёкает. Более того, мама будет это поощрять до определенного предела, я так думаю. Я тебе не говорила об этом, но это так. Что нам на данный момент дает этот спорт, кросс на колясках? Это хорошее, уверенное владение коляской активного типа. То, что делают райдеры американские, канадские, австралийские, это страшно. Вот здесь я уже, пожалуй, наверное, нет.
Вот когда он вырастет в достаточной мере, чтобы нести ответственность за себя полностью и решать свою жизнь. Подождем несколько лет. Виктор, ну, Аркадий, да, юный спортсмен, как бы мама решает, да, степень как бы экстрима определяет. Ну, вам-то, я так понимаю, интересно не просто как бы своих спортсменов учить там со ступенечек, да, спускаться, а хочется дойти до... Естественно. Ну, здесь момент такой, что если ступенечки не освоены, то дойти до, ну, какой смысл? То на рампе тоже не взлетишь. Вот, поэтому здесь, так сказать, идет процесс, он идет медленно, но он идет. Ну, вы еще так к себе зовете спортсменов, ждете? Хороший вопрос. Да, я жду, причем уже 6 лет. В очередь не встают, так прямо скажу. А да. что, опасаются? Ну, страх, да. Страх родителей, да. Страх самих, если взрослый человек, тоже я же со многими общаюсь. И как-то вот были у меня пара моментов, когда, да, человек приходит, говорит, блин, хочу. Но, к сожалению, этому человеку по здоровью оказалось противопоказано. Чего не стоит бояться тем, кто боится? Да тут дело в том, что попробовать. То есть этот же страх, это чисто виртуальный. Это чисто стереотип, что скейт-парк – это то, куда ты заходишь, и оттуда тебя выносят. Меня все время спрашивают, как же, это же опасно? Да не опасно. Если у тебя голова защищена в защиту, и голова немножко думает, то риск не больше, чем на улице, на перекрестке. Ну, мы же на перекресток все выходим. И на Без коляске. защиты. Да, Как и мы правило, как-то без смотрим на шлема, да. светофор. У нас огромное количество в России стереотипов касаемо людей с инвалидностью. Все это Причем и сводится... у них самих. Обязательно найдутся доброхоты. И в нашей с Аркашей жизни они тоже были. Вот эти люди, которые... Которые что, которые говорят, да вам куда ничего вы лезете? нельзя, Да-да-да-да-да. вам ничего нельзя. Просто вот сядь и сиди, а вы, мама, купите метелочку и пыль с него сметайте. Это ментальность. Но мы будем это ломать. Нарушение организации безопасности на этом участке РЖД следствие выявило? Да. Я не хочу, чтобы это для кого-то повторилось. Нужно принять очень масштабные меры по обеспечению предотвращения какого-то проникновения людей, детей, неважно, любая жизнь цена. Но у тебя все эти в железке. предложения, Они оформлены, требования конечно, оформлены, конечно. они куда-то уже отправлены. Уже 2 раза они завернуты на доработку. Вот. Со мной полностью солидарна прокуратура транспортная, северо-западная, теперь уже и центральная. И мы работаем над тем, чтобы Минтранс России на государственном уровне принял сначала наше предложение к рассмотрению, а затем принял меры какие-то по этому предложению. Ты Но веришь в победу, что не знаю, что-то Ань. получится? нет практически никого, кто сказал бы мне, да, конечно, Маш, все получится. Наоборот, все говорят, что, слушай, ну вряд ли. Там миллиарды затрат, причем таких неотмываемых, невосполняемых, нераспиливаемых. Вы в какой-то момент открыли сбор на протезы, ну, такую серьезную сумму, порядка 8 миллионов. Совершенно верно. Но эта сумма собралась достаточно быстро. Да. Я не очень опытный человек вот в этом вот. Смотри, получается, чуть-чуть более месяца. Ничего себе. Да. Это очень быстро. Люди отозвались очень активно, то есть вот у людей есть потребность помогать. Это есть. Хорошо. Тебя и семью вашу поддержало огромное количество людей и морально, и финансово. Но ты при этом пишешь, как ты признаешься, книгу «Природа хейтерства». Да, антология русского хейта, она у меня в рабочем названии. И действительно, хейтеров у тебя немало. А что пишут? С каким негативом конкретно ты сталкиваешься? Что я недомать и недоженщина, потому что домать и доженщина, она должна рыдать, рыдать 24/7, и у нее не должно быть возможности говорить. Раз я говорю, значит, у меня не болит. А потом это уже обрастает какой-то ересью. И начинается, знаешь, чушь из разряда. Она на деньги сбора купила квартиру.
Я говорю, мы арендуем жилье в Петербурге. Я остановила сбор сразу, как только была собрана сумма. Я там все выложила, вот столько-то надо было, вот столько-то собрали. Всем спасибо большое, сбор завершен, больше не нужно, спасибо. Претензии к моей внешности. А что такое? Ну, вот я не Ирина Шейк и даже не Анджелина Джоли. Как это я смею на камеру выступать? Послушай, хейтеры есть у каждого из нас, абсолютно у каждого. Достаточно просто жить, чтобы кого-нибудь подбешивать. А чего ты хочешь книгой добиться? Я очень надеюсь, что она послужит кому-то поддержкой. Мы социальные существа. Мы должны, наоборот, вместе держаться. Мы должны присматриваться, что хорошего есть вот в человеке напротив. Если тебя что-то бесит, что-то триггерит в этом человеке, себе вопрос задай, что с тобой не так. Как с протезами идут дела? Ну, я хожу потихонечку, очень аккуратно. У меня не сильно получается, как раз-таки вот из-за того, что у меня одна нога – это вычленение, а вторая нога не сильно-то уж и длинная. А тебе хочется встать? Или, как бы, в принципе, норм на коляске? Хочется хотя бы из-за того, что с мамой поговорить вот глаза в глаза. Не поднимая вот так вот голову. Я когда вот зашла на твой аккаунт, подписалась, я с таким подозрением читала посты, думаю, ну, наверное, родители за него пишут. Ну, не может мальчишка в таком возрасте так складно по-взрослому писать. Ты сам ведешь аккаунт? Да. Грамотно абсолютно пишешь. Много таких комментариев. Да? Я привык уже. Ну, мне даже как-то приятно. Чем ты увлекаешься? Вот какие твои любимые писатели? Я люблю фантастику. Гарри Поттера читаю. Очень нравится, я постоянно его перечитываю. Сейчас читаю книгу Ника Вуйчича. Как он там рассказывает, как справиться с буллингом в школе. Ну, вот, в общем. А твой совет, ты прошел это на личном опыте, как вести себя ребенку, если он сталкивается с буллингом в школе? Я думаю, что это нельзя игнорировать. И это нельзя игнорировать, но также и нельзя на это агрессировать как-либо. А что делать-то тогда? Я, возможно, сейчас скажу для некоторых, как они думают, глупость, но ябничать. Ну, как это называется у нас в школе? Короче, не бояться пожаловаться. Да, не бояться пожаловаться. Родителям? Учителям? Родителям, учителям, тем людям, которые тебя поймут и что-нибудь смогут предпринять. Это то, что я не сделал. Тема, которая, я уверена, адекватных твоих подписчиков очень интересует, и твой опыт, и я уверена, что ты над этим долго размышляла. Безопасность наших детей. Гиперконтроль – это как бы прямая дорога к тревожности ребенка и нарушению отношений. Полная свобода тоже, как бы, видимо, мир опасен и так далее. Где ее границы этой полной свободы, знаешь, К какому тоже? выводу ты пришла? Потому что любим мы их недостаточно. Детей нужно любить изо всех сил. Ни в коем случае не давать им чувствовать себя существами второго сорта, людьми второго сорта. То есть вот я вот взрослая, у меня есть жизнь, приоритеты, права, а у тебя только обязанности. Сделай уроки, помой посуду. Говорить нужно по душам, нужно безоговорочно принимать сторону своего ребенка и при этом в конфликтных ситуациях. Устанавливать определение геолокации на телефон. Не лишнее, к сожалению. К сожалению, не лишнее. Мне очень понравился совет такой прикладной, который мне дал один из психологов. Нужно со своим ребенком поговорить и выяснить, кто для него авторитет. Быть готовым при этом к тому, что ребенок может не сказать, что авторитет ты мама или ты папа. Это может быть там Тони Старк, это может быть Илон Маск. И нужно ребенку своему подсказать, что, милый, когда ты сомневаешься, представь, что на твоем месте, ну вот этот твой персонаж. Как ты думаешь, Илон Маск полезет на товарняк, будет он за него цепляться? Конечно, нет.
Он скажет: боже, как я вообще здесь оказался? И, ребята, всем пока, я пошел, мне еще вторую Теслу изобретать. Вот я никогда с этих позиций с сыном не беседовала. Иногда на меня поглядываете, да. Что на сегодня для тебя является самым большим страхом? Самым большим страхом остаться одному, остаться без кого-либо рядом. А почему этого стоит бояться? У тебя такая классная большая семья. Да, но у меня этот страх сохранился вот с 26 декабря. Мне не нравится, когда, во-первых, темно, и я один, а во-вторых, когда я просто один в каком-нибудь большом помещении или на улице. Ну, мама сейчас все время рядом с тобой, я так понимаю. Да. О чем мечтаешь? Мечтаю о загородном доме, потому что мама сказала, когда у нас будет загородный дом, мы сможем завести собаку. Я очень хочу собаку. Я уже даже выбираю, какую породу. Вот. Ваша семья серьезное такое испытание прошла. Проходит. Мы в процессе. Твой совет, как вот при таких испытаниях удержаться? От Удержать чего? семью, чтобы все вокруг тебя с ума не сошли, чтобы ты сама с ума не сошла, чтобы жизнь вот так вот кубарем не полетела. Я не думаю, что здесь есть универсальные советы. А на твоем опыте что тебе помогло? Для того, чтобы не сойти с ума, я думаю, что на каком-то этапе обязательно нужно максимально заполнить свое время. Не любое время проживания горя подходит для полноценной рефлексии, для того, чтобы сесть и так это попереживать, погрустить. Всю нашу семью выручает то, что мы постоянно чем-то заняты. Что-то делаем. Мы готовим, мы тренируемся, мы вовремя ложимся спать. Дисциплина, режим. Мы смотрим киношки в обнимку. Ну, вот такие какие-то очень приземленные вещи, очень простые. Они возвращают нас из мира тяжелых раздумий вот в момент здесь и сейчас, где все твои дети теплые, нежные, прекрасные, вкусно пахнущие, доступны для обнимашек. Все, о чем тебе загоняться? Но, ты знаешь, я скверный советчик в вопросах проживания горя, потому что, по мнению психотерапевтов, которые со мной работают вот в этой ситуации, я не прожила это горе, я неправильно себя веду, я не плакала. За весь этот год я ни разу не плакала. Я плакал муж, плакала моя мама, плакал мой брат. Все вокруг порыдали и поорали по поводу несправедливости, там, чего-то там еще. Я когда думаю, надо бы вообще-то, надо бы дать волю эмоциям. Потом думаю, ну а когда? В 16:30 на плавание, так, потом в 19 часов младших на паркур, потом мне надо договоры, мне некогда. Все. Но так нельзя. Говорят, инфаркт может меня подкараулить в достаточно молодом возрасте. Но что-то мне подсказывает, что и тут я что-нибудь придумаю.